Всем привет, я Наталья, а это мой канал о вязании. В этом видео свяжем вместе вот такую небольшую сумочку-чехол для телефона. В ширину сумка 13 сантиметров, в высоту 19 сантиметров, застегивается с помощью петельки на вот такую бусинку. В сумочку легко помещается телефон и, возможно, еще какие-то небольшие мелочи. Вяжется очень интересным узором, вяжется просто, несложно. О материалах, которые понадобятся для вязания такой сумки, я расскажу чуть дальше в видео, а также в описании под видео. И приложу ссылку на магазин, где вы сможете приобрести необходимые материалы для вязания такой сумочки, а также добавлю промокод на скидку. И буду очень рада, если вы воспользуетесь моей скидкой при покупке необходимых материалов для вязания для такой сумки и не только для нее. Начнем вязать. Начнем вязать со скользящей петли. Кладем короткий хвостик нити на ладонь, оборачиваем нить вокруг пальцев, делаем вот такую петлю, заводим крючок под нижнюю нить, подхватываем верхнюю, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через петлю. И дальше в кольцо нам нужно связать 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбики. Затягиваем за короткий хвостик нити колечко. И дальше вяжем поворотными рядами. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вот таким образом вязание. Вязать мы будем столбиками без накида, и крючок будем заводить за заднюю стенку петли. Вот петля полная, вот ее передняя стенка, и вот задняя стенка петли. Все столбики без накида будем вязать за заднюю стенку петли. Находим вторую петлю от крючка, первая, вторая, и за заднюю стенку вяжем сюда 2 столбика без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем 3 столбика без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. И в последнюю петлю вяжем 2 столбика без накида. В этом ряду мы сделали прибавки. Одну прибавку в начале ряда, одну прибавку в центре ряда и одну прибавку в конце ряда. В начале ряда добавилась 1 петля, в центре добавилось 2 петли, сбоку от центральной петли по 1 петельке, и в конце ряда добавилась 1 петля. Всего в ряду у нас прибавилось 4 столбика без накида. Начинаем вязать следующий ряд. Делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка, не забывайте, мы вяжем за заднюю стенку петли. Вяжем 2 столбика без накида. В следующие 3 петли
Вяжем по одному столбику без накида. В следующую петлю вяжем 3 столбика без накида. В следующие 3 петли вяжем по одному столбику без накида. И у нас осталась одна петля, последняя, в нее вяжем 2 столбика без накида. Завершили этот ряд, снова сделали прибавки в начале ряда, в центре ряда и в конце ряда. И добавили всего в ряду еще 4 столбика без накида. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Находим вторую петлю от крючка и вяжем 2 столбика без накида. В следующие 5 петель вяжем по одному столбику без накида. В следующую петлю 3 столбика без накида. В следующие 5 петель вяжем по одному столбику без накида. И в последнюю петлю, обратите внимание, петелька всегда прячется за воздушной петлей. В последнюю петлю вяжем 2 столбика без накида. Связали еще один ряд, добавили к общему количеству петель еще 4 петли. Как я уже сказала, у нас идет прибавка в начале ряда, в центре ряда и в конце ряда. За счет этих прибавок мы увеличиваем размеры нашей сумочки в высоту и размеры сумочки в ширину. В данный момент нас интересует ширина, поэтому в начале ряда мы делаем прибавки. Будем делать их до тех пор, пока сумочка не станет нужной нам ширины. В данный момент еще маленькая очень, поэтому продолжим вязать ряды с прибавками. Делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание на следующий ряд. Во вторую петлю от крючка делаем прибавку. Вяжем 2 столбика без накида. Дальше в 7 следующих петель вяжем по одному столбику без накида. В следующую петлю вяжем 3 столбика без накида.
В следующие 7 петель вяжем по одному столбику без накида. И в последнюю петлю вяжем 2 столбика без накида. Связали еще один ряд, увеличили ширину сумочки и добавили в ряду всего еще 4 петли. Переходим к вязанию следующего ряда. Воздушная петля. Этот ряд вяжется точно так же, как мы вязали предыдущие ряды. В начале ряда во вторую петлю мы делаем прибавку 2 столбика без накида. Дальше до центральной петли, в которую нужно будет сделать следующую прибавку, у нас 9 петель. Вяжем в следующие 9 петель 9 столбиков без накида. Точнее, в 9 петель по одному столбику в следующие 9. Центральную петлю в следующую вяжем 3 столбика без накида. Следующие 9 петель вяжем по одному столбику без накида. И в последнюю петлю вяжем 2 столбика без накида. Связали еще один ряд, еще больше увеличили ширину сумочки и переходим к вязанию следующего ряда. Воздушная петля, во вторую петлю делаем прибавку 2 столбика без накида. Дальше в 11 следующих петель вяжем по одному столбику без накида. В следующую петлю вяжем 3 столбика без накида. Дальше в следующие 11 петель вяжем по одному столбику без накида.
И в последнюю петлю делаем прибавку 2 столбика без накида. Связали этот ряд и вяжем последний ряд для того, чтобы сделать нужную нам ширину сумки. Воздушная петля. Во вторую петлю от крючка вяжем 2 столбика без накида. Дальше 13 столбиков без накида до следующей прибавки. В следующую петлю вяжем 3 столбика без накида. В следующие 13 петель вяжем по одному столбику без накида. И в последнюю петлю делаем прибавку 2 столбика без накида. Завершили этот ряд и завершили увеличивать ширину нашей сумочки. То есть нам вполне достаточно такой ширины. Получается здесь 12 сантиметров. И мы начинаем вязать сумочку, увеличивая ее в высоту. Делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Сейчас нам нужно будет сделать убавку. Из второй петли от крючка вытягиваем петельку. Из следующей петли вытягиваем петельку и провязываем все 3 петли на крючке. Мы связали 2 столбика без накида с общей вершиной, то есть сделали убавку. Следующие 14 петель вяжем столбиками без накида. По одному в каждую петлю. И мы продолжаем вязать столбики без накида за заднюю стенку петли.
В следующую петлю, это центральная петля, вяжем 3 столбика без накида. Здесь мы продолжаем делать прибавку. Следующие 14 петель вяжем столбиками без накида, по одному в каждую петлю. И в оставшиеся 2 петли сделаем убавку. Вытягиваем петельку из следующей петли и из последней петли. Провязываем все 3 петли на крючке и завершили вязание этого ряда. И дальше все последующие ряды мы будем вязать точно так же, как связали этот ряд. В начале ряда делаем убавку, 2 столбика без накида с общей вершиной. Дальше провязываем все петли до центральной петли. Если вам сложно определять центральную петлю, вешайте на нее маркер. Вы будете знать, что вам нужно довязать до этой петли и в эту петлю сделать прибавку из 3 столбиков без накида. Дальше снова провязываем все петли до 2 последних петель. В конце ряда делаем убавку. И таким образом стеночки сумки будут подниматься на нужную нам высоту. В ширину они больше не будут расти, полотно пойдет уже вверх, формируя нам длину сумки. Давайте еще раз вместе свяжем один ряд, и дальше самостоятельно вы продолжите вязать стенки сумки. Делаем воздушную петлю и в начале ряда делаем убавку. Во вторую петлю от крючка заводим крючок и вытягиваем петлю. В следующую петлю заводим крючок и вытягиваем петлю. Провязываем 3 петли на крючке. Дальше до центральной петли вяжем 14 столбиков без накида. В следующую петлю, в центральную, вяжем прибавку из 3 столбиков без накида. Следующие 14 петель вяжем по одному столбику без накида.
И в последние 2 петли делаем убавку. Вытягиваем из следующей петли петельку и из последней петли также вытягиваем петельку, провязываем все 3 петли на крючке. Видно, да, что боковые стороны этой детали идут уже вверх, а не в ширину, как мы изначально вязали. И дальше все ряды продолжаем вязать точно так же. Повторюсь, в начале ряда делаем убавку, дальше вяжем петли до центральной петли, в центральную петлю вяжем 3 столбика без накида, снова провязываем все петли до 2 последних петель, в 2 последние петли делаем убавку. И нам нужно связать это полотно, чтобы оно стало равно 44 сантиметрам. То есть вот от этой стороны до этого уголка, когда провяжем, должно быть 44 сантиметра. Итак, связали. Вот такая деталь сейчас получается. От начала и до уголочка 44 сантиметра. И сейчас нам нужно сравнять вот этот уголок и сделать его таким же прямым, как у нас начало. На центральную петлю повесим маркер. Центральная петля, в которую делали прибавки. И начинаем вязать следующий ряд. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Сейчас мы будем делать только убавки. Убавку в начале ряда и убавку в конце ряда. Прибавку в центре уже делать не будем. Находим вторую петлю от крючка, вытягиваем из нее петельку, из следующей петли вытягиваем петельку и провязываем 3 петли. Сделали убавку и дальше вяжем столбики без накида за заднюю стенку петли, не довязывая до конца ряда 2 петель. Конец ряда у нас это петля, отмеченная маркером. Вот у нас до маркера осталось 2 петли. Делаем в них убавку. Вытягиваем из следующей петли петельку и из последней петли вытягиваем петельку. Провязываем все 3 петли. Завершили ряд. Делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Вяжем следующий ряд. Также в начале и в конце ряда делаем убавку. Из второй петли от крючка вытягиваем петельку. Из следующей петли вытягиваем петельку, провязываем все 3 петли на крючке. Дальше вяжем до конца ряда, не довязывая 2 петель. Осталось 2 петли до конца ряда, делаем в них убавку. Из одной петли вытягиваем ниточку,
И из другой петли вытягиваем ниточку, провязываем 3 петли. Делаем воздушную петлю и переходим к вязанию следующего ряда. Следующий ряд вяжется точно так же. И дальше все ряды. В начале ряда убавка, дальше провязываем все петли и в последние 2 петли также делаем убавку. И вяжем, сокращаем тем самым уголок. Предпоследний ряд. Делаем убавку в начале ряда. Сразу вторую убавку. Воздушная петля. И в последнем ряду одна убавка. И завершили. Выровняли уголок. И вот что сейчас получается. Обрезаем ниточку и фиксируем ее, протягивая через петлю. Эту сторону мы закончили. Ниточку нужно будет спрятать в полотно. И начнем выравнивать второй уголок. Делаем вот такой узелок. Сейчас нам нужно будет присоединить ниточку. Небольшую петельку. Смотрим. Вот у нас на этой стороне ребрышко идет такое. И дальше следующий провязанный ряд. Мы разворачиваем вот таким образом вязание. Находим петлю после петли под маркером. И за заднюю стенку будем заводить крючок. Заводим сюда крючок. Берем петлю и вытягиваем ее на лицевую сторону. Дальше из следующей петли также вытягиваем петельку и провязываем 2 петли вместе. Дальше до конца ряда вяжем столбики без накида. Не довязывая до конца ряда 2 петелек. Делаем убавку в последние 2 петли. Воздушная петля подъема. И разворачиваем вязание на другую сторону. И дальше мы вяжем точно так же, как вывязывали вот этот вот уголок. В начале ряда убавка и в конце ряда убавка. В предпоследнем ряду 2 убавки подряд. В начале ряда и сразу убавка в конце ряда. Воздушная петля
и убавка. 2 петли провязываем вместе. Закончили. И смотрим, что у нас с вами получается. Вот такая вот ровная прямоугольная деталь для сумки. После того, как закончили вязать второй уголок, нить не обрезаем. Этой нитью мы продолжим делать обвязку прямоугольника. А перед тем, как ее сделать, необходимо спрятать хвостики нитей. Все, которые получились в процессе вязания. Это можно сделать с помощью тонкого крючка, либо с помощью иглы. Кому как удобней, так хвостики прячем. Буквально под несколько петель протягиваем нить. Обрезаем. И фиксируем. Таким образом прячем все получившиеся в процессе вязания ниточки. И начинаем делать обвязку. Обвязку будем делать столбиками без накида. Провязывать мы их будем в петли, которые лежат по краю нашего вязания. Если визуально посмотреть, у нас узор состоит вот из таких ребрышек. По 2 столбика без накида между ребрышками. Начнем с воздушной петли и дальше вяжем столбики без накида. Если вы считаете, что 2 столбиков мало, и ваше вязание стягивается, очень сильно стягивается, вяжите по 3 столбика тогда. Главное, чтобы визуально это смотрелось ровно и красиво. Вот таким образом будет выглядеть обвязка. Дошли до петли под маркером. Снимаем его. Вяжем в эту петлю столбик без накида. Набираем 8 воздушных петель. И делаем соединение вот сюда, в ножке столбика. Вяжем соединительную петлю. И продолжаем дальше делать обвязку. По 2 или по 3 столбика между ребрышками. Вот таким образом это все выглядит. Делаем обвязку по всему прямоугольнику. Завершаем делать обвязку. В воздушную петлю, в первую, которую в ряду провязали, вяжем соединительную петлю и обрезаем ниточку. Вытягиваем нить через петлю. Дальше с помощью иголочки в первую, последнюю петлю заводим крючок и возвращаем иголочку в центр последней провязанной петельки. Сделали вот такое соединение. Хвостик нити, так же как и все остальные хвостики, нужно будет спрятать в полотно с изнаночной стороны.
и зафиксировать, чтобы вязание не распустилось. Вот что сейчас у нас получается. Красивый ровный прямоугольник. Мы его обвязали столбиками без накида. И дальше кладем вот этой стороной, по которой идет косичка из обвязки, вниз изнаночной стороной к себе и складываем сумочку вот таким вот образом. Оставляем основную часть и клапан. Я на клапан беру 8 сантиметров. Складываем ее вот так. То есть вот так будет выглядеть сама сумка. Нахожу место, где у меня должна быть застежка. В качестве застежки я буду использовать вот такую бусину. Я протянула ниточку через нее, и сейчас нужно будет эту бусину зафиксировать. То есть я нахожу место, где должна быть эта бусина. Делать это лучше, пока у нас сумочка не сшита по бокам. И фиксирую бусинку в этом месте. Вот таким образом. Здесь завязываю узелок с внутренней стороны. И хвостики нити прячу в полотно. Итак, пуговка пришита. Фиксируем ее петелькой. И сейчас будем пришивать боковые стороны сумочки. Сшивать между собой. Берем нить. Делаем петельку. Крючок будем заводить в петли, которые лежат в центре. Вот эти вот полупетли, которые лежат на лицевой стороне и на задней стороне, трогать не будем. Будем делать соединение вот в эти петельки. И вязать мы будем полустолбиками. Очень простое соединение. Сильно не стягиваем, чтобы сумочка была ровная. Соединяем полупетлями, уже можно отстегнуть по всей длине. Дошли до этого места и сразу начинаем делать обвязку клапана. Полностью в петлю заводим крючок и вяжем полустолбик. Также сильно не затягивая.
В каждую петельку вяжем по одному полустолбику. Вот эту петлю также обвязываем полустолбиками. В каждую воздушную петлю по одному полустолбику провязываем. Дальше делаем обвязку также полустолбиками на другой стороне, сбоку от этой петельки. Провязываем полустолбики, вяжем вот до этого места и начинаем делать соединение уже вот этих вот двух сторон сумочки. Соединение такое же, как и здесь. Мы провязываем вместе заднюю стенку вот этой петли и заднюю стенку петли с другой стороны. Обвязываем и соединяем до донышка. Завершаем соединение, обрезаем ниточку, вытягиваем ее через петлю и хвостики нити от начала соединения и в конце соединения нужно будет спрятать в полотно и зафиксировать. Сумочка готова. Спасибо, что вязали сегодня вместе со мной, и до новых встреч в новых видео.